Алена спрашивает, как смириться с тем, что твоя добрая мама в старости из-за деменции превратилась в злобную старуху, ненавидящую всех вокруг? Как это принять, как не начать ненавидеть больного человека? И что будет с душой мамы после смерти? Ведь из-за болезни она не может и не хочет покаяться, не хочет слышать о приглашении священника на дом и причастии. Сейчас все чаще у пожилых людей встречается старческая деменция. Имеет ли эта болезнь духовные корни? Для чего она посылается Богом, если человек не осознает себя, своих грехов, не может покаяться? Или же эта болезнь посылается как урок терпения для окружающих? Но ведь часто больные превращают жизнь родственников в ад. Что делать, как понять смысл этой болезни? Мне хочется повторить одну из мыслей отцов, которые говорят, что в человеческой жизни случайностей нет. Вот только поймите, нет случайностей. Значит, что же есть? Закономерность. Закономерность. Мы далеко не всегда можем найти корни того или иного явления, но они есть. Мы можем говорить об общем, конечно, корне. Общем. Корень не только деменции, а сколько еще других заболеваний. Разве все это сводится только к этому? Заболевания организма, заболевания психики. А вы посмотрите, что происходит с обществом. Посмотрите на развитие культуры. Посмотрите, что показывают по телевидению, чему научают. Обратите внимание, чему научают. По телевидению. А в Ютубе что происходит? Так вот, итак, первое. Случайностей нет. Все, что происходит, происходит закономерно. Исходя из чего? Из состояния и конкретного человека, и всех тех, кто связан вот какими-то прочными узами с этим человеком. Но все это происходит по закону никакому иному, как тому, о чем писал Исаак Сирин. Бог ничего не делает ради возмездия, но смотрит на ту пользу, которую принесут его деяния. В данном случае отмечаю на другой вопрос, что будет с этим человеком. В этом отношении мысль святоотеческая очень определенно вполне. Вот такие болезни, как ненормальность психическая или еще одна подобная, беснование, это, вы подумайте только, что сейчас я произнесу, вы только подумайте. Это есть самый легкий путь спасения человека. Это что такое? Что это за легкий путь? Легкость уже состоит, знаете, в чем? Человек, находящийся в подобном состоянии, он уже не несет никакой ответственности за вот все вот эти аномальные всякие поступки, деяния, слова. Так, это не он. Это уже или дьявол, который вселился в человека, или болезнь, которая действует на его сознание. Так что в данном случае это состояние человека ни в коем случае не определяет его какой-то худшей участи. Ничего подобного. Даже напротив, оказывается, это даже более легкий путь, чем то, когда мы здоровы и делаем Бог знает что. Точнее, Бог даже и не хочет знать этого, что мы делаем. Вот так. Как избавиться, вы говорите, от этого? Господи, надо обращаться. Ну, кому? К врачам. Скажите, что делать. Наверняка они дадут какие-нибудь антидепрессанты.
Ну, какие-то, в общем, существуют же лекарства, которые, ну, не лекарства, по крайней мере, средства, медицинские средства, которые как-то успокаивают человека, дают возможность жить с этим человеком, чтобы не дают возможность ему возбуждаться очень сильно и так далее. То есть нужно прибегать здесь к кому? К врачам, к медицине, к самой обычной медицине. Именно к ней надо обращаться. Что же делать? А что нам делать окружающим? Подумайте. Если случайностей нет, и это произошло, значит, наверное, вывод мы можем же сделать. Мы же привыкли рассуждать логически. Значит, наверное, это происходит по какой-то очень важной причине. Причине, кстати, той, которая необходима для нашей жизни. Да, болезнь этого человека, тем более, это же мать, как видите, которая наверняка можете вспомнить, что она только делала для вас, пока она была в нормальном состоянии. Так? О чем говорит? В терпении вашем стяжите, то есть приобретите души ваши. Познавайте свои. Я думал, что я очень хороший. А оказывается, когда вот моя мама такие вещи устраивает, вот что во мне открылись, какие горькие воды. Чуть ли сам не ненавижу. Это же ужасно, мать ненавидеть. Она же больная, она же не ответственна за это. Она же не понимает, что она делает зло. А у меня что? А я понимаю. Так, и как ты относишься? И ты уже готов ненавидеть? Вот это христианство. Ну хорошо, тогда выбирайте одно из двух. Или вот так жить с матерью, с такой, или скажите, давайте меня распните, я буду висеть неделю. Пожалуй, никто не согласится. Да даже не это, а в тюрьму посадить с какой-то шпаной. Я думаю, даже и на это не согласимся. Вы знаете, в каждой ситуации, трудных жизненных обстоятельствах, очень важно сравнивать свою жизнь с худшими вариантами. Это очень помогает. Это очень важно, я вам скажу. Посмотрите, и вы увидите, скажете, нет уж, слава Богу, я лучше, это для меня лучше. Но здесь что? Мы таким образом, если мы христиане, то можем показать, готовы ли мы понести тот крест, который для нас совершенно необходим. Я-то этого не вижу. Я-то как раз не хочу нести на себе никакого креста. Бог видит и знает, что если с нас снять этот крест прежде времени, так мы сами в сатану превратимся. Вот оказывается что. Так что в данном случае помоги Бог вам терпеть это. Я думаю, что если вы будете это делать, Бог вам поможет и сейчас, и потом вы будете благодарить Бога за то, что вы смогли как-то перенести это тяжелое обстоятельство с вашей мамой. Помоги вам Бог.